Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами в дальнем Подмосковье, на второй бетонке, недалеко от города с красивым русским названием Верея. И говорим мы с вами об уличных каминах. Вон, видите, вот там. Я думаю, что вы уже видите. Немногие скажут, что уличный камин — это такая сложная вещь, и вообще у нас дом такой не такой, и не коттедж, и вообще мы живем на Рублевке, и все это очень сложно. Но вот, как вы видите, пример реализации уличного камина, когда, в общем-то, желание заказчика совпало с желанием исполнителя. И вот в мае, то в дождь, то снег, вот получилось то, что я вам хочу сейчас показать. Уличный камин с порталом Комары 70×70. Идея этого камина заключается в том, чтобы показывать красивое пламя. Ну что ж, за мной, мой читатель. Небольшой дом, брусовой, как вы видите, с прекрасной большой верандой и теперь замечательным камином в кантри-стиле. Камин находится вне веранды, на отдельном фундаменте, с отдельной крышей. Идея таких уличных каминов состоит не в том, чтобы, главным образом не в том, чтобы здесь жарить мясо, а в том, чтобы показывать зрителю в полной красе пламя, горящее пламя костра. Важно здесь отметить то, что красивое пламя получается именно в открытых каминах. В печах не так все здорово, а в открытом камине, когда пламя горит, то, что называется, ламинарно-диффузным огнем, то есть тогда, когда горят струи, вот, которые мы сейчас видим, это все очень здорово, и, в общем, это все надо показывать. А поскольку мы хотим показывать красивое пламя, соответственно, портал у моих каминов всегда высокий. Здесь портал 10 печных рядов, то есть 70 сантиметров. Камин работает на тяге. Вот вы, наверное, слышите, как это все устроено. Уличный камин, данный и все остальные, которые я делаю, представляют собой двухконтурную конструкцию по той простой причине, что он уличный. То есть внутри есть теплоемкое ядро, а внешняя облицовка, она делается на сложном растворе, потому что ей нужно противостоять воздействию влажности, ветра, снега, дождя и чему угодно. И мы, возможно, с вами посмотрим на заднюю стенку, в общем, и боковые стенки, в общем, они практически не греются. Именно поэтому данные камины могут быть облицованы. Ну вот что здесь и сделано. Конечно, это игрушка. Конечно, в условиях уличной реальности есть риск дымления. Понятно, что это не печка, что это прямоточная конструкция, что вот сейчас замечательная погода, все очень тихо, и камин работает без приключений. Конечно же, ветер будет сложнее. Тяга будет, но, конечно, камин будет поддымливать по той простой причине, что там
5, 10, 15, 20 паскалей, которые обеспечивает тяга камина, конечно, не может сравниться с перепадом давления, который там осуществляется с помощью ветра, который дает, например, при обтекании того же камина. Даже вот тут вот господствующий ветер северный, и он дует прямо в портал. И это ничего страшного. А вот когда ветер меняется, и когда ветер начинает дуть из-за камина, то перед порталом возникает область разрежения, и тогда камин, конечно, пыхает. Но это такая плата за красоту. Это, конечно же, было объяснено заказчику, и, в общем, как бы на это... Этот риск учтен и при конструкции камина, и при его реализации. И заказчик, конечно, об этом знает. И это особенность любого уличного камина. Конечно же, выбор цвета, он такой рисковый. Я бы так сказал, что я не советовал бы делать белые камины. Вот. Но что сделано, то сделано. Был такой вот челлендж сделать светлый камин. В общем-то, я бы сказал, что мало в каких печных устройствах вы увидите такое пламя. В общем-то, изюминка этого камина именно в этом. Ну и приятно видеть, что все получилось, все работает здорово. И, в общем, этот камин будет радовать как бы хозяев и гостей. Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо за внимание. Всего доброго. Ну, давайте еще посмотрим. Я сам могу смотреть на это бесконечно. Вот сижу и смотрю. Ну ладно, хорошо. Спасибо вам еще раз за внимание. Всего доброго, до свидания.